Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. В наших видео есть много интересной и полезной информации. Не забывайте ставить лайки, не забывайте ставить колокольчик, не забывайте нажимать кнопку «Поделиться». Пересылайте это видео всем своим родным и знакомым. Тема сегодняшнего видео – «Люблю женатого мужчину. Что делать женщине по колесу баланса Long Swim». Мы уже продолжаем тему, которая посвящена сфере семья и отношения, и мы рассматриваем те ситуации, которые очень часто встречаются в жизни, но они не показывают реального выхода из ситуации. И мы сейчас в этом видео через теорию колеса жизненного баланса Long Swim расскажем, как из этой ситуации достаточно непростой выйти женщине. И давайте мы для начала вернемся в теорию трехкомпонентной любви, и я вам сейчас напомню, какие состояния любви у нас присутствуют. У нас всего есть 8 состояний любви. Первое состояние называется нелюбовь. Мы проходим мимо любого человека, не испытываем каких-то чувств. Потом у нас неожиданно наступает влюбленность, и в состоянии влюбленности мы испытываем колоссальное действие окситоцина, то есть у нас высокая страсть, низкие обязательства и низкая близость, и нам кажется, что вот этого состояния дарят нам те незабываемые эмоции, почему, собственно говоря, и зашли в эти отношения с женатым мужчиной. Следующее состояние, которое обязательно следует после влюбленности, называется пустая любовь. В состоянии пустой любви уже страсти поменьше, потому что есть желание прояснить, а какие есть перспективы, поделиться своими планами. И в состоянии пустой любви очень многие пары в отношениях застревают, потому что в состоянии пустой любви никто не хочет на себя брать инициативу, укреплять эти отношения и просто не знают, какой инструментарий применять. И если вдруг спонтанно вы нашли способ укрепления отношений, вы неизменно попадаете в состояние роковой любви, где присутствуют эмоциональные качели, и эти эмоциональные качели позволяют вам через высказывание своих эмоций, через показ своей уязвимости понять, какую роль вы играете в жизни этого человека, насколько высока ценность. Любая эмоциональная качели, они дают им возможность услышать его ответ именно таким способом: да, ты очень ценный человек, да, ты мне очень нужна. Те, кто находится в состоянии 4-8, они могут своими словами сказать: ты можешь подтвердить ценность моих отношений, ценность моей жизни и получить честный ответ: да, это так, или да, это не так. Но поскольку люди в состоянии полигамных отношений находятся в состоянии чаще всего 0,4, эмоциональные качели – это обязательный признак полигамных отношений. Следующее состояние после роковой любви называется симпатия-дружба. После симпатии и дружбы существует романтическая любовь, где уже прорисована социальная значимость каждого партнера, это может быть мужчина или женщина. Социальная значимость четко отвечает на вопрос: этот человек очень ценный в жизни. Это можно не только догадаться, но и можно услышать от любимого человека, любимой женщины, любимого мужчину. И после состояния романтической любви мы опять ныряем в спад отношений, который называется дружеская любовь. Дружеская любовь и пустая любовь, они примерно два антипода, да, или два антонима. В состоянии пустой любви мы боимся сказать о своих уязвимостях, в состоянии дружеской любовь мы не боимся быть уязвимыми, но при этом продолжаем совместно делать шаги по укреплению отношений. В состоянии пустой любви неравномерный вклад в отношения. Один старается больше, другой старается меньше или не хочет проявить инициативу. В состоянии пустая любовь чаще всего возникают созависимые отношения. В состоянии дружеской любви созависимых отношений нет. Каждый понимает свои цели в жизни. Если не против, он может просить помощи у своего любимого человека, и он эту помощь получит, потому что любимый человек знает свое колесо жизненного баланса, он понимает свои возможности и понимает, в какой момент нужна эта помощь, а когда она просто необходима, и ее нужно проявить в виде инициативы. И мы говорим о совершенной любви. Совершенная любовь – это состояние 8-10, это комбинация высоких обязательств, высокой близости и высокой страсти. В совершенной любви люди находятся в состоянии 8-10, то есть мы всегда стремимся в состоянии 8-10. Теперь мы вернемся к ситуации, которая озвучена как тема видео «Люблю женатого мужчину». Я вас поздравляю, вы попали в состояние влюбленности. В состоянии влюбленности – это когда вы начинаете все с чистого листа, вас абсолютно не смущает статус женатого мужчины, потому что
состоянии влюбленности. Вас не интересует завтрашний день. Ваша задача этот день прожить ярко, хорошо, незабываемо, потому что состояние влюбленности – это высокое действие окситоцина. Такое состояние очень ярко проявляется в течение 3-6 месяцев. После этого нужен маленький перерыв для того, чтобы страсти перезагрузились. Вы на 1-2 месяца попадаете в состояние пустая любовь и в состояние роковая любовь. Страсть к вам возвращается, новые ощущения от того, что уже действует гормон эндорфин, и вы понимаете, что новый мужчина дарит вам такие вот незабываемые эмоции. И какие незабываемые эмоции дарит вам женатый мужчина? Первое, он вам совершенно не обещает какие-то нереальные вещи. То есть состояние влюбленности, которые были в ваших предыдущих отношениях, мужчина старался обещать то, что он выполнить не мог, или то, что вы считали недостижимо, нереализуемо в ближайшее время. То есть в состоянии роковой любви женатый мужчина обещает честные вещи, вы ему доверяете, потому что у вас в жизни были такие ситуации, когда люди играли больше социальной роли, а женатый мужчина честно говорит: я в состоянии брака, мои отношения останутся как прежде, если хочешь, давай вместе испытаем состояние любви, это может быть состояние влюбленности или роковая любовь. Есть видео отдельное про любовные треугольники, обязательно его посмотрите, там любовные треугольники рассмотрены сквозь призму, как это хорошо для мужчин и как это хорошо для женщин. Но в каждом из этих видео подсказан выход из этих ситуаций, потому что мы понимаем два момента. В этой ситуации вы можете оказаться неожиданно, не по своей воле, или так сложились обстоятельства. Наша задача подсказать вам очень экологичный выход из этих ситуаций, из любовных треугольников. И это видео вам поможет разобраться в этой ситуации, потому что наше видео является мотивирующим. Наша задача дать инсайт, что из этих отношений можно выходить экологично, без рывков, без травмы для себя и для окружающих. Следующий момент, чем хорошо, когда вы находитесь в отношениях с женатым мужчиной, женатый мужчина к вам эмоционально не привязывается, он совершенно не возражает против того, чтобы у вас была возможность построить новые отношения. Ваша задача понимать реальность этой ситуации. Вы в этой ситуации вы испытываете большой гормональный взрыв, состояние влюбленности не обещает вам никаких долгосрочных планов, и состояние роковой любви вы это честно проясняете с женатым мужчиной, и женатый мужчина признается о том, что он дал вам возможность пережить эти эмоции, за что ему, безусловно, нужно быть благодарным. Если вы хотите выйти из состояния полигамных отношений в моногамные, вам нужно эти отношения с женатым мужчиной перевести в режим симпатия, дружбы. Это один из самых простых экологичных способов, при которых ни вы сильно не травмируетесь, ни он сильно не травмируется. Это можно пройти через стадию не любовь, когда вы друг другу говорите о том или приходите к договоренности, что на 1-2 года вы войдете в неконтакт, даете возможность построить отношения заново с другим человеком. Через 2 года вы можете по договоренности вернуться к контакту, предложить женатому мужчине симпатию, дружбы, то есть это понимание эмоциональной близости, что все-таки в ваших отношениях было что-то интересное, но если вы уже проработали свое колесо жизненного баланса, свою сферу духовный рост и творчество, вы понимаете, что в моногамных отношениях, то есть при высокой близости, вы на себя берете высокие обязательства и понимаете, что заходить в старые отношения, которые были с женатым мужчиной, нет никакой перспективы, потому что ничего, кроме эмоциональных качелей, вам там не грозит. Но давайте рассмотрим, как теория колеса жизненного баланса помогает вам находить ответы на такие непростые вопросы, на такие непростые ситуации, в которые вы оказались. Итак, в первую очередь вам нужно проработать свое колесо жизненного баланса. Проработав свое колесо жизненного баланса, вы поймете, что кроме отношений с женатым мужчиной существуют еще другие 7 сфер жизни. И, безусловно, сфера семьи, отношения, вы там находите такую классную эмоцию, воодушевляющую, как любовь, а в сфере яркой жизни вы находите свое счастье. И сфера счастья – это дело ваших рук, правильное распределение времени между работой и отдыхом, между теми моментами и посещением места силы, где вы наполняетесь энергией, дает вам возможность наполниться счастьем и в состоянии счастья проработать свою сферу друзья и окружения. Когда вы находитесь в сфере яркой жизни в состоянии 8, 10 или 4, 8, ваши отношения с окружающими, то есть сфера друзья и окружения, построены по
четкой закономерности. Те люди, которые ваши единомышленники, разделяют ваши взгляды на эту жизнь, они находятся в личном круге окружения, вы часто с ними встречаетесь, вы легко совместно реализуете свои цели. Цель заполнения колеса жизненного баланса своего. Поставить свои цели, которые вам необходимы на этот год. Ставите сроки, выбирайте количество целей, которые для вас комфортны, чтобы было без перенапряжения, не на пределе своих возможностей. Привлекайте единомышленников, просто бросайте клич, кто готов помочь, я иду к этой цели. Те, кто первый откликнулся, это ваши единомышленники. Безусловно, их возможности не могут всегда совпадать с вашими запросами, но если люди к вам откликнулись, выскажите им благодарность. Условно это звучит так: спасибо за то, что ты откликнулся, твоя помощь для меня очень ценна, вот здесь давай сделаем что-то совместно, а здесь я постараюсь сначала попробовать сам или сама. Поскольку видео посвящено для женщин, я попробую сама. Когда чувствую, что не справляюсь или устаю, я тебе обязательно позвоню. Мне эта помощь очень важна, и обязательно буду тебе за это благодарным. Соответственно, проработка сферы друзья и окружение дает вам возможность понять, кто на вашей стороне и кто подтверждает вашу ценность, несмотря на то, что вы находитесь в разных критических ситуациях. Безусловно, обратите внимание на тех людей, которые вас осуждают. В принципе, вам нужна ваша помощь, не оценка осуждающая за то, что вы один раз оступились и попали в такие непростые ситуации. И следующий момент в сфере друзей и окружения, который наступает, когда вы прорабатываете свою сферу яркой жизни в состоянии 4-8, вы можете четко ответить себе на вопрос, с кем вам хорошо проводить время, а с кем вам комфортно проводить время, даже если вы показываете свою уязвимость. Правильное направление выхода из этих ситуации – это моногамные отношения. Те, кто хочет в полигамных отношениях покупаться, это тоже ваше желание. Безусловно, у вас есть на это право, но всегда постарайтесь найти плюсы моногамных отношений. А какие плюсы моногамных отношений? Плюсы моногамных отношений заключаются в том, что в моногамных отношениях ввиду абсолютной безусловной поддержки ваших родных, близких и вашего любимого человека вы способны сконцентрироваться на амбициозных целях. В полигамных отношениях, поскольку там существует высокая доля вероятности того, что ситуация может стать непредсказуемой или неконтролируемой, то есть в полигамных отношениях какая ситуация происходит? Вы постоянно включаете чувство контроля, и чувство контроля дает вам возможность ситуацию, которая непредсказуемая, принять и постараться из нее выйти. Вы ожидаете, что вы первые признаки этой непредвиденной ситуации заметите сразу, но в жизни часто так бывает, что первые признаки вы не всегда замечаете, особенно состояние влюбленности, не понимаете, каким последствиям это может прийти, и чувство контроля, оно съедает всю вашу энергетику. Поэтому в моногамных отношениях, если вы из влюбленности или из роковой любви тянете женатого мужчину в моногамные отношения, вы обозначаете свое желание все-таки комфортно себя чувствовать в моногамных отношениях. Возможно, вам удастся, несмотря на все обстоятельства женатого мужчины, перевести в моногамные отношения. У кого есть такая история, пожалуйста, напишите в комментариях. Если вы чувствуете, что вы совершили какую-то ошибку, тоже напишите в комментариях, какую ошибку вы совершили и от какой ошибки вы хотели предостеречь тех, кто смотрит это видео. Итак, влюбленность – это самая правильная стадия. Вы почувствовали себя нужной, незаменимой, ценной и, безусловно, нужны. И в роковой любви вы прорабатываете свои личные границы. В личных границах вы чувствуете, что можете поступать каким-то определенным образом, и самая цель, к чему нужно стремиться, это состояние романтической любви. Состояние романтической любви – это союз зрелых людей, поэтому в романтической любви, как правило, приходят люди уже с проработанным колесом жизненного баланса, и проработанное колесо жизненного баланса, оно дает вам возможность объективно взглянуть на уязвимости этого человека, но сконцентрироваться на его ценных качествах. Что делать женщине по колесу баланса Long Swim? Пошаговая инструкция для тех, кто досмотрел это видео, он всегда в конце хочет увидеть инструкции или пошаговое руководство. Первое. Вы понимаете, что отношения, в которых вы зашли, люблю женатого мужчину, это временное состояние, и вы объективно понимаете, что моногамия для вас имеет большую ценность.
Если вы стремитесь в моногамию, проходите в моногамию, в романтическую любовь не с проработанным колесом жизненного баланса своего совершенно неинтересно. Почему? Потому что вы в этих романтических отношениях не можете четко сказать, что вы ожидаете от своего любимого мужчины, какую помощь он вам готов оказать и какую помощь вы готовы принять. В состоянии роковой любви это все проходит через эмоциональные качели. Эмоциональные качели – это ваша возможность высказаться, еще раз получить подтверждение вашей уникальности, уязвимости и при этом подтвердить ценность отношений. В роковой любви вы через эмоцию высказываете свои ожидания, слышите ожидания мужчины, но понимаете, что в роковой любви призыва к действию нет, оно рождается только в состоянии романтической любви, потому что в состоянии роковая любовь вы находитесь в состоянии 0,4, и любые обещания, данные в состоянии 0,4, это всего лишь недоверие к вашим действиям, недоверие к своим действиям, это недоверие к вашим планам и ваше недоверие к его планам. Итак, в романтической любви, что хорошо, ваша теория и знание колесового жизненного баланса приступает к практической реализации. В романтической любви несложно ошибаться, потому что вы понимаете, что ваша ошибка будет принята вашим любимым человеком как ваш очередной опыт, потому что все, что находится в моногамных отношениях, это безусловная поддержка вашего близкого человека. Если вы находитесь в полигамных отношениях, то вы с каждой ошибкой скатываетесь ближе к пустой любви, и в состоянии пустой любви вы получаете травму вины, когда вы чувствуете, что вы совершили какое-то действие не то, которое вы ожидали, или партнер считал, что вы поступили неправильно, и вас честно винит в том, что вы поступили неправильно, поэтому всегда взвешивайте на чашу весов. Состояние полигамных отношений – это очень яркое, наработанное вами чувство вины, или состояние моногамных отношений, когда вы чувствуете доверие к человеку и чувствуете состояние окрыленной любви, когда вы совершаете гораздо больше ошибок, но при этом чувствуете безусловную поддержку вашего любимого человека, и с этой поддержкой вам проще добиваться своих целей, потому что в состоянии 8-10 цель достигается легко, без приложения ваших личных усилий. Подводим итоги еще раз этого видео. Люблю женатого мужчину. Что делать женщине по колесу баланса Long Swim? Отвечаю сразу на вопрос, что выход из любовного треугольника с женатым мужчиной занимает примерно 1 год, 2, это когда вы, не травмируя себя, можете выйти в состояние романтическая любовь, или вы прилагаете усилия для того, чтобы выйти в состояние романтическая любовь. Безусловно, в этом любовном треугольнике женатый мужчина вы сыграли очень важную роль, помогли осознать его ценность как мужчины, вы дали ему необходимую поддержку, это о вашей роли, и мужчина с вашей помощью пересмотрел свои отношения, возможно, он постарается их сохранить, а возможно, он поймет, что с вами строить эти отношения гораздо интереснее и перспективнее. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Благодарю вас за терпение, что вы смотрите наши видео. Не забывайте о том, что наши видео переведены на 185 языков мира, поэтому смело пересылайте своим родным и знакомым. У вас будет что обсудить, в вашей жизни появятся инсайты, а эти инсайты помогут решению ваших задач. Не забывайте ставить лайки, нажимайте кнопку «Поделиться», нажимайте кнопку «Колокольчик». Наше видео является мотивирующим, поэтому у вас обязательно все получится. Я в вас верю.